Если вы ищете на весь теплый сезон обильно цветущие и яркие цветы для открытых и даже ветреных мест, обратите внимание на колебраха. Это растение идеально подходит для выращивания в саду или на балконе, особенно в высоких вазонах и подвесных кашпо. Колебраха наращивает объемную крону из большого количества длинных разветвленных побегов и множества красочных колокольчатых цветков. Цветы колебраха восхищают разнообразием и яркостью своих расцветок. Встречаются даже многоцветные сорта с присутствием сразу нескольких красочных оттенков. Есть и особо эффектные махровые сорта. Эта цветочная культура последние годы набирает стремительную популярность, и совершенно не зря. Ведь такие сочные расцветки, как у колебраха, надо еще поискать. Ее цветы точно не дадут вам заскучать и легко поднимут настроение даже в пасмурную погоду. Яркие и пышные кустики колебраха украсят надолго ваш сад, зону отдыха, придомовую территорию, балкон и даже ваш интерьер. Цветение начинается в зависимости от сроков посева семян и вашего региона. В средней полосе она зацветает примерно тогда же, когда и петуния. Ее цветами можно любоваться уже с конца весны, а последние бутончики будут продолжать распускаться до самых осенних холодов. На зиму растения не стоит выбрасывать или же оставлять их в холодном саду. Колебраха – это теплолюбивая культура, которая погибает уже при минус 5 градусах. Выберите самые здоровые кустики и занесите в прохладное помещение, где они удачно перезимуют. Ближе к весне с них можно будет снять черенки, и вам не придется выращивать колебраха рассадным методом. Главное преимущество колебраха в том, что она очень щедра на цветение. При несложном уходе и на хорошо освещенных участках ее кустики способны выдавать множество красивых и выразительных на вид цветочков. Недаром это растение в народе еще называют миллион колокольчиков. Иногда объем цветов просто поражает. Они сплошь покрывают крону, да так, что не видно даже листвы. Цветы этого растения часто путают с петунией или считают их ближайшими родственниками. На самом деле это не так. У петунии и колебраха разный генетический код. Отличить их можно за счет яркой желтой сердцевины, которая есть в цветах колебраха. К тому же у последней листики мельче, чем у петунии. Многие удивятся, но преимуществ у колебраха по сравнению с другими летниками и той же всем известной петунии немало. Ее длинные, но прочные побеги более выносливы к порывам ветра и дождям. А цветочки не только ярче, но и устойчивые к капризам погоды. Словом, это тот цветок, который можно назвать идеальным как для уличного, так и домашнего выращивания, например, на балконе или на террасе. К тому же селекционеры вплотную поработали с этим растением, благодаря чему на свет появились невероятно красивые сорта всевозможных окрасок. Есть особо пестрый колебраха с комбинированной расцветкой лепестков. Причем в одном цветке могут присутствовать совершенно противоположные контрастные тона, например, ярко-желтые и насыщенно розовые или фиолетовые. Очень интересная разновидность колебраха под названием хамелеон. Его полумахровые цветы весьма необычной многоцветной окраски, которая меняется на протяжении всего периода вегетации. Это происходит из-за реакции растения на смену светового режима, интенсивность освещения и другие факторы. Таким образом, на одном кусте одновременно могут присутствовать цветы всевозможных оттенков. Особо популярны из этой серии колебраха Sunshine Berry, Blueberry Scone, Pink Yellow и другие. Особой красотой обладают махровые гибриды. Они чем-то даже напоминают маленькие розочки, за исключением того, что у роз вы никогда не встретите такие насыщенные фиолетово-синие и лавандовые оттенки. Есть также разновидности с очень длинными побегами, достигающими 2 метров. Размножить колебраха проще всего черенкованием. Семенной метод немного сложнее. Некоторые любители цветов жалуются, что семена попросту не прорастают, считая колебраха долговскожей. Но на самом деле многое зависит от семенного материала. Свежие семена дают всходы активно и дружно, что нельзя сказать про старый семенной материал. К тому же посев должен быть поверхностным, так как семена колебраха мелкие, их в почву не заглубляют. Если вы принадлежите к той категории разочарованных цветоводов, у которых так и не получилось вырастить колебраха семенами, поступите проще. Приобретите уже выращенный здоровый кустик и размножьте его черенками. Впредь свои колебраха вы сможете периодически черенковать.
С осени кустики можно забрать в прохладное помещение для зимовки и последующего размножения. Семена на рассаду можно высевать уже в феврале-начале марта, в зависимости от региона. При покупке семян обязательно обращайте внимание на сроки годности, указанные на упаковке. Семенной материал желательно приобретать от известных агрофирм. Почва должна быть чистой и легкой, хорошо пропускающей влагу и воздух. Семена раскладывают по поверхности слегка уплотненного грунта, немного присыпают их чистым речным песком и сбрызгивают теплым светло-розовым раствором марганцовки из мелкодисперсного пульверизатора. Чистый песок можно задешево приобрести в любом зоомагазине. Многие перед посевом семена замачивают на несколько часов, выкладывая их на салфетку. Всходы прорастают при освещении и температуре около 22-25 градусов. При появлении 5 листочков рассаду пикируют, верхушки обязательно прищипывают. Молодые растения необходимо несколько раз укорачивать, чтобы они наращивали боковые побеги. На открытый воздух растения выносят или пересаживают в сад, когда минует угроза возвратных заморозков. Для обильного цветения калибраха нужно хорошее освещение, но постоянные палящие лучи солнца могут привести к быстрому усыханию цветов. К тому же вазоны вам потребуется постоянно поливать, поддерживая оптимальную влажность и не допуская пересыхания почвы. Если грунт будет часто подсыхать, цветов будет мало, или же они начнут преждевременно опадать. Землю для калибраха берите питательную и рыхлую, с добавлением песка и компоста. На дно горшков укладывают слой дренажа. Учтите, что корни не любят постоянный застой влаги. Для обилия цветов подкармливайте кустики как минимум раз в неделю. Это растение настоящий труженик, и ему просто необходимо усиленно питаться для выгонки такой массы цветов. Из калибраха получаются невероятно яркие и пышные композиции. Очень красиво в одно кашпо высаживать разные по окраске сорта. Такие растения всегда подымут настроение. Цветущая калибраха радует глаз и преображает пространство своей красочностью и множеством эффектных цветов. Попробуйте приобрести или вырастить ее из семян, можно методом черенкования, и вы влюбитесь в это растение навсегда. Такой щедрости на цветение и позитива, которыми способна одарить калибраха, среди цветочных культур надо еще поискать. А если вам это видео было полезно, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, и до новых встреч на нашем канале.